Приветствую зрителей канала Алекс Моторный. Сегодня мы посмотрим на одну из небольших улиц в центре Харькова, улицу Данилевского. Она находится в Загазпромье, старой части центра Харькова. Улица протяженностью почти 2 километра начинается от улицы Сумской и доходит аж до Клочковского спуска. Улица возникла в 70-х годах 19 века. В тот период за пустырем, где сейчас находится областная больница, был военный госпиталь. В 1877 году возле него построили лазаретные бараки для раненых в период русско-турецкой войны. В 1889 году на пересечении нынешней улицы Данилевского и Сумской городская дума выделила участок под школу для слепых, современную Харьковскую областную специальную гимназию-интернат для слепых детей имени Владимира Короленко. Между школой и жилым домом освободили проезд в военный госпиталь, поэтому эту часть улицы Данилевского называли Госпитальным переулком. Ну давайте поближе познакомимся с улицей Данилевского. Перед вами здание, в котором находится Харьковский колледж текстиля и дизайна, улица Данилевского, 3. Кстати, улица названа в честь русского и советского физиолога, академика Василия Данилевского. А вот сейчас вы можете наблюдать здание Государственного музея природы Харьковского национального университета имени Каразина. Оно относится к улице Тринклера. На рубеже 19 и 20 веков недалеко от лазарета был построен целый городок клинический. Он был приписан к медицинскому факультету Харьковского императорского университета. Наступила эпоха Советского Союза, и улица обросла постройками типовых советских зданий. Здание по улице Данилевского, 7. Сразу после сооружения использовалось как лазарет. Ныне в здании располагается офтальмологическое отделение областной больницы, а также иммунологическая лаборатория. Окончание строительства данного здания 1914. Архитектор Виктор Величко. Вы видите Харьковскую областную клиническую больницу. По историческим данным, в марте 1943 года, в период Второй мировой войны, во дворе областной больницы фашисты расстреляли и сожгли около 8 сотен красноармейцев. В 20-30-х годах 20 века улица Данилевского продлилась полукольцом, повторяя изгиб улиц Кольцевой 1 и Кольцевой 2, нынешнего проспекта Независимости, и объединяясь с Клочковским спуском. Новый участок улицы тогда застроили жилыми многоэтажками. Дом под номером 6 по улице Данилевского, который сейчас перед вами, был военным и назывался Домом летчиков. В нем жили летчики полка. Еще этот дом называли жилой комплекс Министерства обороны для семей летчиков. Строительство 1930-е годы. Вообще же на этой улице много именных домов, в которых жили сотрудники той или иной отрасли промышленности. Ну давайте еще посмотрим на улицу Данилевского и здания, которые находятся на ней. Возможно, вы увидите для себя что-то родное и знакомое. Улица Данилевского, 10. Жилой дом работников Местпрома. Архитекторы, возможно, Крупко или Иконников. Около 1928 года постройки. В здании проживали работники кондитерской фабрики «Красный Октябрь».
По улице Данилевского, 17 расположен жилой дом военного ведомства. Постройки начала 1930-х годов. Дом был заселен семьями офицеров и в обиходе назывался военным. Но военведом его никогда не называли. Это наводит на мысль о принадлежности дома к военному ведомству лишь в послевоенное время. Видимо, поэтому среди жителей дома не довелось встретить никого, кто жил бы в нем с довоенных лет. С противоположной стороны улицы видим двор, окруженный домами номер 14 и 16. Жилые дома работников Меспрома. К тому же в доме номер 16 проживали работники ликероводочного завода «Красный бродильщик». В этом же дворе поселился полутораметровый памятник ушам. Две ушные раковины из песчаника, причем обе правые. Рядом с ними есть еще три довольно странные фигуры, но они не привлекают особого внимания, а вот уши стали легендарными. Таинственности им придает то, что автор скульптуры, как и вложенный им в его творение смысл, широкой общественности неизвестны. Раньше скульптуры стояли в парке имени Горького. Их создали молодые скульпторы, которые съехались в Харьков в 1991 году. Впоследствии 4 работы, в том числе и уши, перевезли на улицу Данилевского. Поговаривают, что этот загадочный памятник создал студент из Москвы. В народе уши обросли догадками. В результате одной из них к скульптуре прижилось название «Памятник КГБ». Еще говорят, что уши наделены магической силой. Они способны исполнять желания, если только наклониться к памятнику и тихонько нашептать заветное в каменное ушко. Достопримечательностью улицы является жилой дом с магазином и кинотеатром под номером 19, возведенный по проекту архитекторов Торубарова и Клейна в 1954 году. В советское время в этом доме работал двухзальный кинотеатр «Харьков». Ныне это жилой дом, а помещение кинотеатра занимает банк. А тем временем по улице Данилевского мы дошли до проспекта Науки. Застройка улицы Данилевского закончилась уже после войны. С 18 по 26 дом построили сразу после войны из кирпичей, взятых с разборки полуразрушенных соседних домов. Жители называли эти дома «Новый быт», потому как строились они с оглядкой на популярную в те времена концепцию нового быта, без кухонь, с расчетом на то, что жители будут питаться в общественных столовках. Однако идея нового быта не прижилась. Через некоторое время кухни в домах жильцы оборудовали сами. В 1987 году дом номер 26 был уничтожен страшным пожаром. Возгорание произошло на 5-м этаже, но в результате тушения обвалилась крыша, дом пошел трещинами и был признан неподлежащим восстановлению.
Теперь на его месте находится слободская усадьба, вот этот огромный дом. Один интересный факт, что в этом доме нашла свое место советская концепция нового быта. В цоколе дома размещены кафе и магазин, в которых можно перекусить, купить продукты. Ну а мы идем дальше по улице Данилевского. Дом по улице Данилевского, 34, построен в 1955 году для работников Харьковского института «Энергопроект», который был подразделением Всесоюзного специализированного проектного треста «Теплоэлектропроект». В настоящее время на первом этаже дома располагаются библиотека, почтовое отделение и офисы. Один подъезд дома имеет 6 этажей. Общеобразовательная школа номер 105, бывшая номер 116. Улица Данилевского, 36. Окончание строительства 1938 год. Стиль советский неоклассицизм. По улице Данилевского, 33, находится жилой комплекс «Красный партизан», строительство 1930-х годов. Друзья, дорогие зрители, спасибо, что вы прогулялись вместе со мной сегодня по улице Данилевского в городе Харькове. Буду очень признателен вам за лайк к видео, комментарий и подписку на канал. Если не трудно, поделитесь видео с друзьями в соцсетях, это очень мотивирует снимать новые видео. Спасибо, что смотрите, всем здоровья, мира и добра. С вами был Алекс Моторный, до новых встреч!